Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о том, почему в России такое огромное количество разводов. В России распадается 7 из 10 браков, 360 тысяч браков, 318 тысяч разводов. Несложно вычесть и посчитать, сколько остается. По оценке Forbes, Россия на третьем месте по количеству разводов в мире. Уступаем мы только Мальдивам и Казахстану. Сегодня я тоже об этом скажу. И скажу сегодня, какие нововведения нас ожидают. Ну, это еще в разработке, что делает правительство для того, чтобы эту ситуацию поправить. Сегодня, конечно, я скажу причины развода, почему люди сначала вступают в брак, потом разводятся, что влияет на разводы. Тема на самом деле серьезная, тема глобальная, тема касается, наверное, каждого человека, потому что тема личных отношений, тема создания семьи. Она так или иначе касается каждого человека в жизни, и каждый принимает решение сам, строить ему, создавать ему семью в своей жизни или нет. Что ж, сегодня поговорю об этом. Ежегодно в России распадается от 600 до 700 тысяч семейных пар. Конечно, раньше все основывалось на традиционных ценностях. Мы потеряли эти традиционные ценности, и уже несколько поколений выросло, совершенно не понимая, что такое семья и как в ней быть счастливым. Кто-то сожительствует, кто-то меняет партнеров. Люди хотят только получать удовольствие, вот как в самом начале при влюбленности. А потом, все, удовольствия нет, так что я махаю ручкой и говорю тебе до свидания. В отношениях многое вскрывается. Могут скрываться какие-то психологические травмы с детства, о которых человек вообще даже не подозревал. Модель поведения родителей, конечно, которую он видел, все это отражается. И тоже не всегда это в плюс работает его уже семьи. Потому что модель поведения могла быть неправильной. Бывает, что люди слияние такое, да, как есть фильм «Слияние двух лун». Вот люди сливаются быстро в любви этой в самом начале, потом проходит разочарование, то самое. А кто-то просто к этому не готов. Почему люди разводятся? Самое основное — это финансовые трудности. 46% разводов, не хватает денег, недостаточно средств для семьи. Либо развестись женщине для того, чтобы получать пособие на детей, тоже как вариант. Сейчас добавляют, что женщине не нравится, сколько зарабатывает мужчина, например, не может покупать подарки, которые она хочет, уровень не предоставляет. На этой почве очень много конфликтов. Дальше идет проблема, это деструктивное поведение партнера, то есть измены, абьюз сюда входит. На самом деле абьюз — это серьезнейшая проблема, причем абьюз может быть с двух сторон, и с женской стороны тоже, только у нас в обществе принято рассматривать мужскую, что мужчины виноваты, но женщины тоже абьюзят, причем конкретно, да. Втаптывают так, что мало не покажется. Мужчины самооценка вообще просто на нуле будет. Но абьюз — это реально серьезнейшая проблема, которая очень действует на человека, и человек мог быть совершенно одним сначала, но при абьюзе он уже становится совершенно не собой. А еще сюда можно включить неспособность просто договариваться, понимать друг друга, решать вместе проблемы. Да? Некоторые вступают в брак, совершенно не понимая, что такое жена, что такое муж. Просто так принято, так устроено, и так надо, значит, для меня, но это не всегда так. Хотим пораньше детей, например, дети тоже рождаются, да, и потом начинается, что люди совершенно не подходят друг к другу. Очень нравится фраза Альфреда Хичкока. Счастливый брак — это брак, где мужчина понимает слова, которые женщина не сказала. Мне кажется, что это должно и к мужчинам относиться, и к женщинам. Эта терпеливость и понимание, что мы по-разному устроены, и мужчина, и женщина. Все-таки мне кажется, что мужчина должен... Нет, такое слово сейчас опять в комментариях будет. Мужчина никому ничего не должен. Но все-таки в силу
природы женской, вот этой эмоциональности. Где-то женщины же, они что-то делают, потом они жалеют о том, что они сделали. Да, мне кажется, что на самом деле мужчина намного должен закрывать в этом отношении глаза. Ну, я имею в виду на какой-то характер, на какой-то вот слова, да, поведение. Вот эту вот эмоциональность, эмоциональную женскую просто понять, что женщина так устроена, и не пытаться это переделать. И ты либо как бы соглашаешься с тем, что женщина такая, ну, либо второй вариант, да, соответственно, нет. Женщине, безусловно, нужно понимать мужскую природу, не давить на него, давать свободу в его действиях и там не передавливать, давать свободу в действиях, чтобы мужчина был мужчиной и ни в коем случае не ломать это, поддерживать заботу, ласку, все, что нужно мужчине. То есть нужно понимать просто потребности другого человека, и тогда будет супер легко. То, что тебе не нравится, именно говорить, а не придумывать что-то и думать, что сейчас мужчина догадается. Мне кажется, что эта формула очень проста. Когда оба сталкиваются, что-то как-то выясняют друг с другом, характер показывают, нет, я главный, нет, ты там, и вот это вот. Мне кажется, что такого не должно быть. Я, например, как женщина, с удовольствием буду на второй роли, но не нужно мне самоутверждаться перед своим мужчиной. Я могу где-то самоутвердиться в обществе, в карьере, что я чего-то стою. Ну зачем мне самоутверждаться с близким мне человеком, если я понимаю, что мужчина может быть... У мужчины есть свои плюсы, у меня есть свои плюсы. И вот эти плюсики должны соединиться и давать это счастье в семье. Оно должно объединиться и гармонировать друг с другом. Хотела сказать про Мальдивы. Мальдивы на первом месте, несмотря на то, что это вроде бы мусульманская страна, да, страна религиозная, где, казалось бы, должно быть меньше разводов. Меньше всего разводов во Вьетнаме и в Эмиратах. Там, ну, кстати говоря, там и гендерные различия очень-очень сильно разнятся. Вот не зря, наверное, да, все-таки, когда вот это равноправие, оно дает как раз-таки огромное количество, получается, разводов, где все хотят быть одинаковыми главными. Но природа у нас заложила по-другому. Что называется, против природы не пойдешь. Мальдивы даже в каком-то году попали в книгу рекордов Гиннесов за то, что практически каждая семья разводилась там. Сейчас на Мальдивах 5052 развода. В России, для сравнения, 3009 разводов. То есть уже с Мальдивами у нас не такая ужасающая цифра звучит. Ну, там на самом деле причина очень простая. Того, что все-таки у них основная работа связана на островах. Да, мы, путешественники, прилетаем, отдыхаем на этих островах. Кажется, все супер здорово для туристов. А у них работа с этим связана, поэтому мужчины могут месяцами не видеть своих жен, они там работают и вообще не выезжают. Это кому интересно, можете почитать. Я читала, что мальдивцы, они такие очень расслабленные люди, и, в общем-то, не будут там супер много телодвижений лишних делать, поэтому могут месяцами работать, и женщинам приходится содержать себя самих. И здесь, собственно, Мальдивы, они как пример того, что когда люди не зависят друг от друга, то, в общем-то, и вот смотрите, сколько разводов. Просто на заметку и на, что называется, на подумать. Не зря было раньше устроено, что женщина очень зависела от мужчины. Таким образом, женщина с мужчиной были связаны ниточкой, ниточку нельзя было развязать, потому что женщина без мужчины не представляла своей жизни. Так, ну какая поддержка от государства планируется? В 2025 году в России обсуждаются новые инициативы для того, чтобы люди создавали все больше и больше семей. Для улучшения положения семьи. Возможности для отцов прибавятся. Выйти на пенсию раньше установленного срока. Вот как. Вот это привилегии я называю, да, прям в стороне. Сейчас и завтра уже все может поменяться, и пенсия уже будет у нас
там, под 70 лет. Ну, я шучу, нет. Но все равно. Ну, кто сейчас надеется на эту пенсию? Такой шаг повысит привлекательность для того, чтобы создавали для того, чтобы для многодетных семей. Да-да. Значит, следующий пункт — увеличение возраста, до которого будет выплачиваться ежемесячное пособие на ребенка. Ну, что, хороший пункт, да, почему нет? Это, да, очень даже. Также остается мнение правительства и главы, что нужно защищать в первую очередь права женщин и детей в нашей стране. Надо все-таки про права мужчин, я считаю, тоже все-таки не забывать. Они, что называется, у нас тоже люди и не самые последние в нашей стране. На мужчинах вообще-то все держится. Надо что-то сделать с мат-капиталом сейчас на второго ребенка и на третьего все меньше и меньше мат-капитал. То есть стимуляции нету. Вот это хотят, ну, чтобы еще больше детей было, больше там одного. Собственно, это сейчас думают изменить, улучшить. Глава государства подчеркнул, что изменение рождаемости в нашей стране должно начинаться с изменения мышления людей и связанное с их мировоззрением. В целом, да, но должно же еще что-то быть, не только это. Для того, чтобы люди изменили свой взгляд на семью, должны быть какие-то преференции, что называется, да, улучшение их жизни в первую очередь, чтобы человек был доволен своей жизнью, чтобы человеку было комфортно одному жить, а сейчас многим и одному-то жить некомфортно, я имею в виду финансово. И как итог, какая причина, почему люди разводятся? Ну вот, причины — это люди не готовы к семейной жизни, люди не понимают финансовая составляющая, которая очень важна. Здесь, что называется, надо договориться на берегу. Писательница Гарри Поттера говорила о том, что семья — это спасательный жилет в бурном море жизни. Ведь так это и должно быть. Я должна быть счастьем и твоим спасением. То есть все-таки подходу брака, семейной жизни, рождения детей нужно подходить ответственно, не думать о том, что ладно, срастется, и так и все как-то пойдет само собой. Нет, надо включаться. Всем желаю семейного счастья. Я очень хочу, чтобы разводов было меньше, чтобы люди любили. И не забывать, конечно, о любви. Любовь творит чудеса. Увидимся уже завтра. Пока.